Друзья, привет! В этом видео я вам хочу рассказать подробнее про ветряки в моде Industrial Craft 2 Experimental на версии 1.7.10. Ранее в своих гайдах по Industrial Craft я уже касался ветряков. Здесь я хочу про них поговорить подробнее и про их преимущества, в чем, соответственно, они могут быть полезны, особенно для начинающих игроков. Если вы только начинаете развиваться на сервере, у вас, скорее всего, не будет достаточное количество ресурсов, чтобы скрафтить себе какие-то мощные солнечные панели, поэтому ветряки могут быть для вас хорошим выходом. Они достаточно мощные, то есть если правильно собрать ветряк, то он может выдавать от 80 до 120 единиц электроэнергии в тик. То есть это, допустим, больше, чем, например, геотермалки, которые выдают там 20 единиц в тик, или там гибридные солнечные панели, которые выдают там стандартно 64 единицы в тик днем. То есть это сопоставимо будет там с 1,5-2 гибридками из мода Advanced Solar Panels. Соответственно, в Industrial Craft Experimental есть такой ветряк обычный. Он, соответственно, выдает сразу электрическую энергию, но вырабатывается всего от 0 до 5 единиц тик. Кроме того, он достаточно шумный, поэтому, как правило, на серверах его запрещают, потому что этими шумами он создает помехи. Поэтому про этот вид, соответственно, вам стоит забыть, если вы играете на версии 1.7.10. Для того, чтобы собрать, соответственно, кинетический ветрогенератор, вам потребуется собрать систему из, собственно, кинетического ветрогенератора, который производит кинетическую энергию, и кинетический генератор, который будет преобразовывать кинетическую энергию в стандартную электрическую энергию, к которой мы с вами привыкли. Однако, соответственно, для сборки этих ветряков нужно учитывать, что на их выработку энергии влияет скорость ветра. На скорость ветра влияет следующий фактор. Во-первых, это высота. Давайте воспользуемся таким прибором, называется ветромер. Очень полезный, он показывает нам силу ветра на различной высоте. Сейчас я возьму себе новый. Ветромер. Что-то немножко залагал. Все, если мы нажимаем правым кликом, мы в чате видим, соответственно, скорость ветра. Чем выше поднимаемся, тем скорость возрастает. 45 он уже единиц, 48, 49, 50. И видим, что уже где-то здесь у нас образуется максимум. Тут уже на убывание пошло. То есть, соответственно, на высоте 150-160 блоков у нас уже максимальная скорость ветра. Комфортная, на самом деле, комфортная высота для ветряков это 80-180 блоков. Но рекомендую на высоте 150-160 собирать. Первый фактор это высота. Второй, давайте сейчас соберем эту конструкцию. Во-первых, ставим кинетический генератор. Дальше ставим кинетический ветрогенератор. Кроме того, сюда нужно будет сейчас поместить ротор. Их всего 4 типа. Деревянный, железный, стальной и углеволоконный. Как видим, у них различные параметры. И кроме того, различная величина лопастей. То есть это самый маленький. Выдает он нам порядка 116 при данных параметрах ветра. Этот выдает нам уже 236, стальной 356 и, наконец, углеволоконный, соответственно, больше всего. Настоятельно рекомендую использовать именно его. По крафтам там, в принципе, практически один уголь идет, то есть базовые какие-то ресурсы. Кроме того, как правило, на серверах эти роторы багают, и, соответственно, они в течение времени не ломаются, хотя, по идее, должны. Однако, есть также встречный баг, то что эти роторы могут пропадать, соответственно, из ветряков. Первый фактор, влияющий на выработку энергии. Мы сейчас видим, что у нас генерится здесь кинетическая, 500 КУ. Здесь, соответственно, это преобразовывается у нас в электрическую энергию, в 125 единиц в тик. И дальше это уходит у меня сюда в хранилище МФХ. Первый фактор это высота. Второй фактор, какие роторы мы используем. Третий фактор это погода. То есть, если сейчас я переключусь на дождь, мы с вами заметим, как у нас лопасти будут крутиться быстрее, и, соответственно, у нас выработка энергии будет больше. Кроме того, если это будет, например, гроза, то выработка энергии будет еще больше. То есть в обычный дождь примерно на 20% возрастает выработка, а в грозу на 50%. Если верить Майнбике. Точно не измерял. Есть заблуждение, что на скорость ветряков влияет также, на скорость ветра, соответственно, на производительность ветряков влияет также время суток.
Но на самом деле это не так. Мы можем даже сейчас убедиться, да, что я вот переключаю и ничего не происходит. То есть на самом деле время суток не влияет. Но есть еще случайное число, которое в единицу времени генерится и тоже влияет на скорость ветра. Вот. То есть, соответственно, на скорость ветра влияет, во-первых, высота, во-вторых, погода, в-третьих, какое-то случайное число. Вот. Ну а на скорость работы вот этого, соответственно, ветряка дополнительно еще влияет ротор. Если вы захотите собрать себе такой вот комплекс, например, из ветряков, то вы должны учитывать тот фактор, что лопасти не должны пересекаться. Минимальное расстояние 10 блоков. То есть на 11 мы уже сможем поставить. Вот я ставлю раз, ставлю 2. Давайте ротор сюда. Так, и убедимся, что они друг другу не мешают. Да, вот эти вот углеволоконные роторы. Если я сейчас попытаюсь поближе поставить, вот, например, сюда, да, у нас получается здесь уже будет пересечение лопастей, крутиться он, соответственно, не будет. Вот, поэтому минимально 10 блоков расстояния на 11 можем ставить. Все. Если мы хотим еще куда-то сзади, например, поставить, здесь уже расстояние нужно больше. Не знаю, почему такая логика, но, соответственно, здесь порядка 35 блоков нужно выстроить. Вот, допустим, если я чуть-чуть поближе поставлю, да, поменьше. Вот так вот. То видим, что опять же они друг другу мешают, да. Так, теперь давайте их отдалю, соответственно, там порядка 35 блоков, чтобы было расстояние. Так, раз. И, соответственно, лопасти у нас закрутились. Все, вот такой вот вид энергии, соответственно, выдает достаточно много энергии. То есть, если вы начинающий игрок, крайне рекомендую присмотреться к такому генератору. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте видео друзьям, в комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующих сериях. Пока!